Это Oaken Tower, автобатлер, который мне больше всего напоминает Супер Автопец, потому что у меня сап головного мозга. Но в любом случае, принцип у игры похож. Добейся 10 побед, не потеряв все свои жизни, и будешь молодец. В Oaken Tower, которая, кстати, еще не вышла, это только демка, нет мультиплеера, но зато есть ранкед. И как всем известно, чем выше циферка, тем больше уважения. Лично я далек от топов. 90? Но, по крайней мере, добил ранг Грандмастера. Кстати, если хочешь посмотреть стрим с этим делом, ссылка в описании. А значит, думаю, имею право что-то объяснить про эту игру. Как только запустишь Oaken Tower, перед тобой появится выбор между казуальным и рейтинговым режимом. А настройки, кстати, тут внизу. Левый никак не повлияет на твой рейтинг и имеет смысл сыграть по крайней мере несколько раз, чтобы разобраться в стратегиях и узнать, как работают предметы. А правый и есть основной геймплей, где ты получаешь или теряешь рейтинг. Если набрать хотя бы 5 побед за рейтинговую игру, ты не потеряешь очков, окончательно померев. И, соответственно, от 5 побед в меньшую сторону больше теряешь, в большую больше получаешь. А победить в Oaken Tower до боли просто. Стукни врага сильнее, чем он стукнул тебя, и вот они, заветные 100 рейтинга. Однако в реальности, конечно же, надо сначала понять, как это сделать. Эта игра максимально рандомна, в ней невозможно гарантировать ничего. Лучшие игроки могут вылететь с 0 побед, и также случайно можно собрать идеальный ран на 10. Поэтому единственный вариант закономерно повышать рейтинг — знать как можно больше победных стратегий и чувствовать, когда их стоит использовать или отбросить. А стратегий здесь действительно дофигища, даже несмотря на то, что это демка. Можно, например, собирать голду браснайфами, случайно напороться на Мунстоун с лапис-лазули, набрать симпатичный мунбилд и слиться другому мунбилду намного сильнее твоего. Или стакать крит на холле предметов, найти книжку для мейсов и полностью упороться в Healer's Oath, только чтобы без шансов слиться блит-билду с мискликом. Так я вообще выигрывал хоть раз? Ах да, можно собирать рандомный мусор, найти Life Essence из-за Void Stinger, перейти в Блиц кристаллами, настакать 15к хп, купить Энвил, начать фармить Forge Blades, а затем собрать Экзодию и сильнейший билд, что у меня получался. Если хочешь полное видео про эту катку, отпиши в комментах. О, сорян, тебе, наверное, все это мало о чем говорит. Сейчас объясню нормальными словами. Все предметы показаны и описаны во вкладке Items, здесь внизу. Вот только игра сейчас исключительно на английском, и если ты его не понимаешь, придется учиться методом просмотра летсплеев или Google переводчика. Но если что, мой личный тир-лист предметов в описании. Так или иначе, имеет смысл начать игру с ознакомления со всеми айтемами, либо путем чтения их описаний, либо путем экспериментов в казуальном режиме. Я же не буду пытаться все их объяснять горой текста в этом видео, а сосредоточусь только на поверхностном гайде. Грубо говоря, как играть и, в общем, как побеждать. Сейчас будет часть про как играть. Если хочешь прийти к советам для победы, перемотай в соответствующий эпизод на таймлайне. Итак, после старта катки нужно кликнуть на домик справа, и перед тобой появится магазин с оружием и прочей нечистью. Первая кнопка справа — это рероллы. Они обновляют магазин и стоят 3 голды. Рядом с ней кнопка повышения опыта. Нажатие стоит 4 голды и дает 4 экспы. В правом верхнем углу кнопка продолжения. При ее нажатии в магазине тебя отправят в бой, так что жамкай ее только когда будешь уверен, что все куплено и расставлено по местам. Внизу экрана показано текущее количество голды и инкам. Это голда, которую ты получаешь автоматически в следующем раунде. Оставшееся золото в инвентаре переносится из предыдущего дня в следующий. А под ними отображается текущее количество опыта и необходимое для повышения уровня. Каждый левелап увеличивает твое максимальное хп на 30% и инкам на 5%, а также повышает шанс найти предметы более высокого ранга. Также в начале следующего дня ты помимо инкама голды получишь инкам опыта в размере 12. И вот его уже повысить нельзя, за исключением встречи с определенным персонажем. А в самом низу под всей этой радостью написан ранг предметов, которые ты получишь из сундука. Этот ранг зависит от уровня и повышается каждые 2 левелапа. Что такое сундуки, объясню чуть позднее. Пока давай перескочим в правый нижний угол, где у нас сидит кнопка Sort. Ее нажатие разложит одинаковые предметы в кучки. Обычно она справляется отлично, но если ты собрал билд, который наспавнил огромную кучу предметов, при ее нажатии может произойти казус. Благо такое сложно случайно провернуть.
Отсюда прыгаем налево, где у нас та самая башенка, которая будет за нас воевать. В ней всего 6 слотов, каждый из которых может занимать только одно оружие. И прямо под ней твое максимальное ХП. А теперь давай вернемся к сундукам. Если собрать 3 одинаковых предмета, они объединятся все вместе в один с удвоенными статами от оригинала и также со всеми бонусными бафами, которые ты на этот предмет наложил. Объединение происходит автоматически, как только 3-й предмет появляется в инвентаре, так что будь с этим осторожен. Но также во время этого объединения в инвентаре появится сундук, открыв который можно выбрать из 3 случайных предметов ранга сундука. Не переживай, если все это звучит нагроможденно. В игре ты быстро разберешься. Ну а я продолжу. После 2, 3, 5, 7 и 8 сражений, ну или дней, перед тобой вылезет персонаж, предлагающий выбор между 2 потенциально очень сильными бафами или предметами. Обычно они более или менее сбалансированы, так что выбирать стоит то, что лучше подходит к твоему текущему билду. Исключения есть, но об этом поговорю позднее. Сейчас же скажу, что в отличие от предметов, нигде в игре ты не сможешь посмотреть все возможные варианты персонажей и их предложения, так что тут придется выбирать только на основе личного опыта. Теперь, когда магазин и инвентарь для нас очевидны, пора разбираться, как работают битвы. После нажатия на кнопку в правом верхнем углу и затем на иконку оппонента тебя перенесет на место вашей баталии. Слева твоя башня, справа твоего противника. Здесь можно почитать, что делают его предметы, оценить предварительную угрозу и попытаться предсказать, что произойдет. Правда, отказаться от боя нельзя, и в любом случае придется тыкнуть на кнопку Fight. Сразу после чего ваши башни начнут безжалостно месить друг друга предметами, а все, что тебе остается, это насладиться их потасовкой. Как я уже и говорил в начале, Oaken Tower — это автобатлер. Весь геймплей происходит на стадии стратегирования в магазине, и когда бой начинается, ты можешь только смотреть, как твоя башенка нагибает башенку противника, ну, или наоборот, если тебе такое больше нравится. Так или иначе, битва завершится либо победой, либо поражением. Здесь нет ничей. Если вы погибаете одновременно, победа засчитывается тебе. Затем вылезет кнопка Continue, при нажатии которой появится оповещение о твоем результате, и добро пожаловать обратно в магазин. Это и есть Oaken Tower, по крайней мере в общих словах. Теперь, когда ты понимаешь, с чем связался, давай объясню, как перестать проигрывать. Ну, по крайней мере, иногда. Сложно дать общий совет по тому, как играть игру, потому что в зависимости от магазина могут быть сотни различных стратегий, и, конечно же, я не смогу объяснить все их в видео. Но чего бы ты ни пытался добиться, в первые 2 дня всегда стоит стараться закупаться предметами на все деньги. Причина делать так вместо левелапа проста. После 2-го дня тебе выпадет возможность практически удвоить ХП за бесплатно. А как мы знаем, повышение уровня повышает ХП на 30% от максимального. Значит, стоит получить как можно больше ХП перед тем, как начинать левелапаться. И, соответственно, оптимально все деньги в первые 2 дня должны уйти именно на покупку предметов. А раз уж заговорили про повышение уровня, это то, чему обычно стоит посвятить свою голду в 3-й день. К 3-му дню у тебя уже должно быть несколько предметов и более чем достаточно золота для левелапа, для чего сейчас лучшее время. Я практически всегда именно так начинаю игру и считаю это правильной тактикой в 99% случаев. И еще, если планируешь повысить уровень на этом ходу, Moon Knife всегда стоит покупки. Он засейвит тебе целую 1 голду, если ты его сразу же продашь. Что, конечно, не супер важно, но все равно почти всегда имеет смысл делать. И также, если у тебя осталось 20 голды в конце хода, или же если ты не видишь смысла дальше ролить, всегда хорошо будет купить золотой кубок, когда он есть в магазине. Даже если продать его сразу же на следующем ходу, ты заработаешь 5 золота на халяву. Ну а дальше, как ты уже мог понять, возможные стратегии начинают слишком сильно расходиться для точных советов. Но в принципе в этом и есть удовольствие от игры. Из самого общего. Старайся как можно меньше реролить в первые дней 5-6. Повышать уровень только когда уже собрал 6 предметов, а в магазине ничего интересного. И покупать 3-й одинаковый предмет после того, как поднимешь уровень до следующего ранга сундука. Это 3-й и 5-й уровни. Так, выделю этот момент отдельно.
Не упирайся в билды, которые ты хочешь, вместо билда, который у тебя собирается, если планируешь регулярно побеждать. Игра завязана на рандоме, так что лучший скилл — это быстро адаптироваться к руке, которая тебе выпала. К этой же теме не забывай, что практически все лайтовые билды довольно слабы на старте и получают реально сильные предметы только на ранге эпиков или легендарок, поэтому не фокусируйся слишком на синергии коммонок и рарок. Если пытаться организовать тематический билд с самого начала, да, при идеальной удаче можно будет дойти до 10 побед со свистом, но с другой стороны, если не повезет, можно вылететь с нулем кубков, прежде чем что-то начнет собираться. Поэтому старайся быстро переходить на другой билд, как только увидишь сильный эпик или легендарку в магазине на ранних днях. Буквально, если тебе выпадет любой легендарный предмет, который будет работать, в плане выполнять свой эффект, на 4-6 дне, он один тебе выиграет несколько дней даже при наихудшей удаче с предметами в дальнейшем. Еще могу дать советы относительно некоторых персонажей. У Приста, который появляется после 2-го дня, всегда лучше выбирать левый вариант, потому что это больше хп для левелапа в 3-й день, соответственно, выше шанс на победу в этот день. У Тревелера, который появляется после 3-го дня, лучше брать фласки, потому что 12 бесплатных рероллов куда полезнее в первые дни, чем после 10-го, где у тебя уже должен быть собран рабочий билд. У Клерика, который появляется после 7-го дня, левый вариант намного лучше, но только если это даст тебе дополнительное возможное поражение, то есть если у тебя 2, 3, 5, 6, 8 или 9 жизней. У Мидаса, который появляется после 8-го дня, правый вариант лучше, если у тебя нет лишних предметов в инвентаре, но если есть, всегда выбирай левый. Там огромная куча возможных взаимодействий в зависимости от типа предмета. Например, если дать Мидасу золотой кубок, все кубки получат баф на старте хода на нанесение урона в количестве голды, за которые их можно продать. За хук 5 золотых кубков, за любой артефакт несколько рандомных зелий, за Forged Blade зелье мультикаста, за Мидас Дайри 3 зелья на бесплатный предмет и 1 дополнительно каждый ход, за фласку от Хомбрюера. Так, знаешь что, поэкспериментируй, вариаций реально много, и большую часть из них я сам не знаю. На этом и гайд, и мои советы заканчиваются. В описании под видео есть ссылка на страницу игры в Steam, мой тир-лист всех предметов и Google документ с их рангом, описанием, статами и тому прочим. Можешь поставить лайк и написать комментарий, если видео тебе понравилось или было полезным. А вещал для тебя Дигл. Пока.